Дорогие мои подписчики, вы на канале Поли Стич, меня зовут Полина. Что хочу сшить, пока еще не придумала. Но как в том анекдоте, когда жена просит мужа: подари мне такой подарок, чтоб нажал ножкой, а стрелка уже на 100. Муж взял и подарил ей напольные весы. А сшить мне надо небольшую подстилочку, матрасик, постелить на лавку тумбу, которая у нас в прихожей стоит. Когда б имел золотые горы, выкрепла свои запасы лоскутков. Размер деталей 15 на 15 сантиметров. Количество смотрите сами, сколько вам понадобится. А я выкроила 21 квадрат разных цветов. Получилось у меня по 3 штуки 7 цветов тканей. Разложила их в том порядке, который мне понравился. По 3 штуки в ряду. Интересно девки пляшут. По 4 штуки в ряд. 3 генсеков схоронили, мы под танцы лебедят. Сшивать все детали будем гирляндой. Нитки не обрываем. Швейная машинка Юника от компании Effective готова к работе. Ткани у меня все разные. Чтобы они сильно не смещались, их надо обязательно скалывать. Машинка управляется кнопочками. Молодец, гармонист, громко ты играешь. Только жаль, не впопад, на кнопки нажимаешь. В конце и в начале каждой строчки обязательно делаем закрепки. Так соединяем все ряды. Дорогие мои девочки, у меня к вам еще просьба. В последнее время YouTube стал отписывать от каналов зрителей. Поэтому обязательно сейчас зайдите, проверьте, подписаны ли вы на канал и нажат ли у вас значок колокольчика. Если нажат и включены, что приходят все уведомления, значит, это прекрасно. Вы будете в курсе всех событий, которые происходят на канале. Все полотно держится на соединительных строчках, на нитках. Прошьем теперь эти длинные ряды. Квадратики у нас большие, 15 на 15 сантиметров. И хотя места соединений квадратиков уже зафиксированы швами, все равно лучше еще дополнительно сколоть булавочками. Булавки вкалываем поперек шва. В таком случае можно спокойно шить. Даже если булавка попадет под иглу швейной машинки, игла машинки ее спокойно перешагнет. Еще один момент. Когда доходите до места соединения швов, швы направляйте в разные стороны, вверх и вниз. Обрезку нитей делаем, нажимаем на кнопочку на корпусе швейной машинки. Проверяем состояние швов. Все красиво и точно сошлось. Заготовку тщательно проутюживаем и готовимся к дальнейшей работе. Для обратной стороны я сначала планировала тоже нарезать квадратов, но потом подумала, что, наверное, будет очень много соединений швов. Поэтому нашла целый кусок ткани. Обе детали скалываем лицом к лицу и закалываем булавочками. Сшиваем по периметру. С одной короткой стороны не зашиваем. Деталь выворачиваем, выравниваем все углы, подтягиваем швы. По лицевой стороне надо будет проложить строчки в шов соединения квадратов. Но перед тем, как это сделать, все полотно надо или прошить вручную, или сколоть булавочками. Видите, у нас получились такие длинные ходы. Через них будем потихоньку заполнять нашу заготовку. Но сразу холофайбера много не надо. Заполняем первый ряд подушечек. Столько, чтобы можно было на машинке проложить строчку. При работе за швейной машинкой свободный конец тканей надо свернуть трубочкой. Шьем не торопясь, без фанатизма. Стараемся, чтобы наполнитель не попадал под иглу, а весь оставался в подушечках. Так шьем и шьем ряд за рядом. Самое главное не торопиться,
без шума и пыли. Еще одна хитрость. Чтобы было удобно набивать такой длинный рукав, я разделительную строчку сделала не до конца детали. А сейчас, в конце работы, можно уже ее довести почти до конца, оставив примерно 2 сантиметра на подгибку. Все полотно заполнено, осталось только зашить открытый край. Обратите внимание, уголки я зашивала и оформляла сразу, когда прокладывала шов по периметру. Открытый край я сначала подхватила иголкой с ниткой, а потом уже прошила на машинке. До набивки мое полотно было размером 42 сантиметра на 98. После набивки все ткани подтянулись, и если не натягивать, а оставить его лежать ровно, то размер получился 36 на 82 сантиметра. С обратной стороны эта клетчатая ткань выглядит очень стильно. Кстати, если не хочется пестроты, то вполне возможно стелить и так. Ну, естественно, такую перинку не обязательно шить именно из лоскутков. Можно взять большие куски ткани и работать с ними. Все-таки вышла я со своей перинкой на улицу. Все как у людей. Фотосессия на природе. А сейчас еще и цветы цветут красивого, сиреневого, фиолетового цвета. Все в масть. Раньше я тоже шила такие подушечки-перинки, но собирала немного по-другому. Я сшивала отдельные подушечки, все их набивала, а потом соединяла в одно полотно, делала строчку зигзагом с обратной стороны. Сразу скажу, намучилась ужасно. Это очень сложно. А вот этот способ создания полотна, он делается гораздо легче и гораздо быстрее. Ну и, конечно, посмотрите, как выглядит обратная сторона. Она очень аппетитно смотрится. То ли как шоколад молочный и белый, то ли как пирожное в сахарной глазури. В общем, поздравляю вас с завершением еще одной моей работы. Желаю всем успехов в творчестве, вдохновения, новых идей. Девочки, всех люблю, всех целую. С вами была Полина. Пока-пока и до скорых встреч.